Сейчас в интернете вы можете найти множество статей и видео с громкими названиями «Бесплатная учеба в Англии» или «Бесплатная учеба в Великобританию». Но многое из этой информации только вводит в еще большее заблуждение. Что-то вообще не относится к русскоговорящим, а касается только местных британских студентов. Давайте детально разберем, что есть правда, что ложь и какие варианты можно рассматривать для себя, если планировать бесплатно учиться в Великобритании. Причем в это видео я включу информацию как для школьников, так и для студентов вузов. В Великобритании, кстати, студентами называют и тех, и других. В видео я разберу отличия грантов от стипендий. Мы узнаем, какие стипендии наиболее популярны и какие подходят для русских абитуриентов. Обсудим варианты получения ВНЖ, в том числе для родителей школьников. Бесплатное образование в Британии. Есть ли вообще оно? Еще 10-15 лет назад британцы не платили за учебу в вузах. Точнее, платили, но немного. И поэтому многие из нас рискуют наткнуться на устаревшую информацию, что в Великобритании стоимость обучения очень невысокая. Но мало того, что информация эта устарела, так она еще и относится только к британцам. Сколько же реально платят иностранцы по сравнению с британцами за школы и вузы? Начнем с того, что стоимость обучения в каждом британском учебном заведении складывается исходя из нескольких факторов. Рейтинг учебного заведения, длительность программы, дополнительные занятия и проживание. Обучение в британском вузе обходится в среднем в сумму от 9 до 30 тысяч фунтов стерлингов. Но есть также и ряд специальностей, скажем, медицинские, которые стоят под 40 тысяч в год. Примерно в такую же сумму обходится и обучение в частной школе-пансионате. А сейчас, внимание, если вы где-то найдете цены на школы в Великобритании со стоимостью значительно меньшей, чем в среднем по стране, сразу же имейте в виду, что у школы, скорее всего, нет лицензии на принятие детей иностранцев. Что это значит? Да, вас могут зачислить в школу и вы поступите, но потом вы просто получите отказ в визе, потому что у вас на руках не будет документа, подтверждающего того, что у школы есть лицензия на обучение иностранцев. Вот и все. Также не смотрите на государственные школы, пока не купите в Великобритании жилье. Это то же самое, как у нас пытаться зачислить ребенка в школу без регистрации по месту жительства. Тут сразу возникает вопрос, а нафига мне эта школа? Сразу пойду в университет. Да, ребята, это идеальный вариант, но не совсем такой идеальный. Пункт первый. В большинстве случаев топовые британские вузы вас не примут, если вы не отучились в Великобритании в старшей школе 2 года. Вузы среднего звена принять могут, и есть специальные годичные программы подготовки. Вариантов их масса, они разные, и для этого можно записать отдельное видео. Если вам эта тема интересна, напишите об этом в комментариях или зайдите на наш сайт www.smaps.ru. Там есть онлайн-консультанты, и вы можете задать вопрос в чате. Итак, какие же школы бесплатные, а какие платные? Даже британские школы не всегда учатся бесплатно. Так же, как и у нас, в стране есть как государственные, так и частные школы. А в государственных школах родители тратятся только на форму, питание и экскурсии. В частной школе родители платят за все. В Великобритании больше 2500 частных школ. И учатся там более 600 тысяч учеников. Что касается государственных школ, то они делятся на нерелигиозные, религиозные и так называемые grammar schools. В госшколу нерелигиозного типа можно попасть по месту жительства. Чем ближе к ней ребенок живет, тем больше вероятности, что его возьмут. Больше шансов имеют также те, у кого в этой школе учатся братья и сестры. Есть также школы с уклоном, скажем, в музыку, рисование, спорт, и так далее. И в этих госшколах никаких оплат не проводится, потому что школы финансируются за счет налогов работающих граждан. Религиозные школы работают по общеобразовательной программе, но с введением своего компонента – углубленное изучение религии. Шансов на зачисление в такую школу больше, если родители с ребенком посещают церковь каждое воскресенье и могут подтвердить сей факт специальной справкой. Grammar schools – дословно грамматические школы. Но по сути это что-то аналогичное нашим гимназиям. Получили свое название благодаря тому, что первые такие школы были тесно связаны с монастырями, где изучалась
латинская грамматика. Наши соотечественники обращают внимание на данный тип школ, так как стандарты образования где-то ближе к нашим. Там также делается упор на фундаментальность, там большой спектр предметов, ежедневные домашние задания в больших объемах. То есть эти школы очень и очень академические. На сегодняшний день в Великобритании осталось чуть более 230 таких grammar schools. Они все бесплатные для британцев и являются селективными. То есть туда действует отбор на основе экзаменов и собеседования. Интересный факт. Университет UCL, а это один из ведущих университетов мира, провел исследование, где выявили, что обучение в Grammar Schools не несет в себе каких-то социальных преимуществ для учащихся. Вот такой интересный факт. Цена обучения в частных школах равняется в среднем 17 тысячам фунтов в год без проживания. Такие школы могут быть selective, то есть с отбором учеников по академическим критериям, и non-selective, это без отбора. Частные школы делятся также на day schools и boarding schools, без проживания и с проживанием соответственно. Проживание с ребенком на территории Великобритании. Первое, что приходит на ум любому неработающему родителю школьника: а могу ли я там снять квартиру и водить своего ребенка в школу? Мол, не надо будет платить за пресловутый этот бординг, упомянутый выше, он же пансион, он же просто проживание. Буду, мол, сам варить ребенку суп с фрикадельками и делать блинчики с творогом на утро. У меня две новости, как всегда, хорошая и плохая. Хорошая. Да, вы можете так сделать. Плохая. Это можно сделать, пока ребенку не исполнилось 12 лет. Да, именно такие у британцев правила. До этого срока родителю обучающегося ребенка дают спецвизу, по которой там можно находиться на постоянной основе. Но как только ребенку исполняется 12, родитель должен возвращаться на родину, а ребенок идти в бординговую школу. Также стоит напомнить, что с такой визой в Великобританию может приехать лишь один родитель. И все же, если вы мать или отец школьника до 12 лет и планируете переезд вместе с ним, то вам нужна виза Parent of Child Student, родитель учащегося ребенка. Для ее получения обязательно необходимо предоставить приглашение от учебного заведения, а также справку из банка с достаточным количеством средств, которые покроют расходы проживания на учебный год. Это тоже отдельная история, о которой можно почитать по ссылочке, она будет в описании. Ссылочка, как получить британские визы. Стипендии Великобритании. Кто на них может претендовать? Одна из самых известных стипендий для студентов, поступающих в магистратуру, это стипендия Chevening, которая полностью покрывает стоимость обучения, расходы на проживание, а также расходы на дорогу и визу. Вот оно, что мы так долго ждали. Финансирование происходит за счет Министерства иностранных дел и по делам Содружества и партнерских организаций. Данная стипендия не предназначена для граждан Великобритании. Она предназначена для иностранцев. Молодцы британцы. Это хорошая новость. Теперь не очень хорошая новость. Всего данные стипендии получили 50 тысяч человек. И вы такие: вау! Срочно подаюсь. Но не спешите радоваться. Мы раскопали детали, и они говорят о следующем. Стипендия эта выдается с 1983 года, то есть 39 лет. Если разделить, то получается 1282 стипендии в год. И вы такие: ну, тоже неплохо. Еще раз ждем. Рано. Заявки принимаются от студентов из 100 стран мира. А это значит, что на Россию может быть выдано 12 стипендий. И это тоже не все. Сам Chevening отмечает, что количество стипендий меняется в зависимости от страны. Так, например, на Россию, Китай, Непал и Индию приходится около 30 стипендий. Несложная математика говорит нам о том, что россияне получат 8 стипендий. Около 20 выделяются студентам из Египта, Индонезии, Пакистана, Мексики, Бразилии, Таиланда, Южной Кореи. Меньше 5 стипендий доступны кандидатам из Австралии и Канады. Среди известных стипендиантов Chevening: Альваро Урибе Велес, президент Колумбии с 2002 по 2010 год, Максим Кац, директор фонда «Городские проекты», первый чемпион России по спортивному покеру, Ася Казанцева, российский научный журналист и лауреат премии «Просветитель». Для того, чтобы подать заявку на стипендию, у заявителя должно быть не только законченное высшее образование на родине, но и история, которая заинтересует приемную комиссию. Как правило, у претендентов на стипендию уже есть какие-то заслуги в своей области. Они участвовали в различных конкурсах и побеждали. И у них есть опыт работы. Необходимо также отлично владеть английским языком, обладать лидерскими качествами. И также есть следующее важное условие. Все
все претендующие на стипендию должны обосновать свой выбор программы и обязательно объяснить, как ему это образование поможет у себя на родине. Остаться после обучения по стипендии Чивнинга, как правило, не удается. Кандидат должен быть не моложе 18 лет, но верхней планки касательно возраста нет. Подаваться можно хоть в 60, хоть в 70 лет. Не имеют права на данную стипендию те, кто получал правительственные британские стипендии последние 5 лет. Когда подаваться? Как правило, подача заявок начинается в августе и заканчивается в начале ноября, то есть где-то за год до начала обучения. Заявители должны заполнить анкету на сайте, написать несколько эссе, а также выбрать 3 разные магистерские программы, на которых хотели бы учиться. Будущему студенту также необходимо самостоятельно написать в вуз, подать документы и пройти испытания вуза, собеседование, мотивационное письмо или другие. У каждого вуза свои требования, нужно смотреть на сайте конкретного вуза. Уровень владения английским языком должен быть подтвержден международным сертификатом. Поступить по такой стипендии можно и в такие известные и топовые вузы, как Оксфорд или Кембридж. Для русских студентов, желающих учиться в Оксфорде, есть также стипендия The Hale Foundation. Стипендия покрывает затраты на обучение, а также включает в себя дополнительный грант на текущие расходы. Это около 14 тысяч фунтов. Для того, чтобы стать претендентом на получение данной стипендии, необходимо иметь первое высшее образование, полученное на территории Российской Федерации. Ну или вашей страны. Если студент уже обучался за пределами России, подаваться на стипендию он уже не может. Каждый, кто получает данную стипендию, должен также после окончания обучения вернуться в Россию минимум на год. Ежегодно выделяется до 15 таких стипендий. У стипендиантов есть право заниматься исследованиями в любой научной области. Обучаться с такой стипендией можно не только по программам магистратуры, но и по программам бакалавриата, если студент решил получить второе высшее в другой области. Для желающих обучаться в Кембридже тоже есть свои стипендии, Cambridge Trust Scholarship. В конкурсе на получение данной стипендии автоматически участвуют все зачисленные студенты на программы бакалавриата. Абитуриентам, у которых наилучшая успеваемость, вуз снижает стоимость обучения. Emily Cambridge Scholarship. Россияне, поступившие в Кембридж на программы бакалавриата по таким специальностям, как математика, физика, инженерия и химическая инженерия, им предоставляется возможность получения стипендии в размере 16 тысяч фунтов. Выдается она исходя из академических успехов, и отдельная заявка на нее не нужна. Таким образом, вузы также могут начать выплачивать стипендию и в процессе обучения по результатам обучения. Кстати, один студент, который учась еще в школе, взломал сайт Кембриджа и был исключен из школы. Но Кембридж дал ему стипендию. Можете рассмотреть как вариант. Что касается обучения в британской частной школе, то почти каждая дает стипендии. Да, ребята, почти каждая. Но дается она уже после начала обучения и, как правило, касается нескольких лучших студентов в области спорта или искусства. Великобритания поощряет хобби студентов, давая им возможность не только раскрываться в них, но и получать за это награду в виде снижения стоимости обучения. Стипендия и грант. В чем вообще отличие? Сперва разберем, что в понятиях стипендии и грант общего. И то, и другое является видом безвозмездной финансовой помощи на оплату обучения. Основная разница в том, что стипендия, как правило, выплачивается вузом порционно, а грант сторонней организацией, правительством или фондом, и делается это единоразово. Гранты могут покрывать все расходы, в том числе на проживание, а могут только частично, то есть только расходы на обучение. Они могут быть короткими продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев, а могут быть длительными до 3 лет. Существуют гранты на исследования, стажировки, языковые курсы, программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Где же искать гранты? Есть общий сайт, рекомендуемый британской пограничной службой. Называется он Turn to Us, то есть повернись к нам. Ссылку можете посмотреть в описании, вот любезно вам поставлю. Переходите по ссылочке, изучайте информацию. Переходим к стипендиям. Стипендии в Великобритании могут быть также государственными, университетскими и частными. Университеты, как правило, выплачивают стипендии на основе академических заслуг, а также дохода семьи. То есть они могут рассмотреть ваши документы и сделать скидку, если посчитают нужным. Бывают также спортивные и творческие
творческие стипендии. Куда подавать заявку? На стипендию или грант? Прежде всего необходимо выбрать учебное заведение, в котором вы хотели бы учиться. Изучить вопрос о видах помощи, которые предлагают иностранным студентам эти заведения. Эта информация есть на сайтах заведений. Если вы не знаете языка и не можете посмотреть сайт учебного заведения, то о стипендиях на данный момент можно забыть. Сначала надо отправляться на изучение английского языка. Потому что, как я сказал ранее, стипендии и гранты выдаются заявителям, отлично владеющим английским языком. Исходя из ваших целей и бэкграунда, вы должны решить, на какой вид помощи податься. Так, например, если вы продолжаете обучение в той или иной сфере и планируете заняться конкретным исследованием, то для этих целей вам, вероятно, больше подойдет грант. Если же вы впервые получаете образование бакалавра или магистратуры, вам будет удобнее получать помощь ежемесячно, и тогда имеет смысл податься на стипендию. Если раньше считалось, что бесплатно в Британии и других странах могут обучаться лишь гении, то сегодня совсем не обязательно иметь исключительно отлично в своем аттестате или дипломе. Иногда сильное мотивационное письмо и искреннее желание обучаться в лучших вузах Великобритании влияют на решение приемной комиссии. И влияет это куда сильнее, чем выписка с оценками. От себя добавлю еще маленький интересный нюанс. У любого университета есть специальности, заполняемость на которых ниже. И, как правило, в конце зачисления университеты на своих сайтах вывешивают, на какие специальности они готовы принять студентов со скидкой.